Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Вы знаете, что русский язык флективный, что значит в русском языке есть флексии, и эти флексии помогают создавать, придумывать новые слова в русском языке. И кажется, что слов в русском языке так много благодаря флексиям. Но если вы учите русский язык, то вы скажете, что это, конечно, не благодаря, а это все из-за флексии русский язык такой трудный. Давайте разбираться, потому что у каждой флексии есть свои функции и свои значения. И в этом видео у нас будет флексия «воз» или приставка «воз», которая может трансформироваться в «воз» и «возо». Сразу скажу, что мы будем рассматривать приставки «воз», «возо», «воз» как самостоятельные приставки, а не модификацию приставки «вз», о которой мы уже говорили. Очень часто приставка «воз», «воза» носит такой книжный характер, потому что в основном все глаголы с приставкой «воз», «воза» встречаются только в книгах. Например, возродить, возомнить, возгордиться и другие. Но так происходит не всегда. Например, восстановить, восход солнца от глагола восходить, и есть еще и другие глаголы. И сначала давайте разберемся, когда мы говорим «воз», когда говорим «воза», а когда у нас «воз». Форма «воз» перед гласными и звонкими согласными. Возродить, возлюбить, возненавидеть. Перед глухими согласными будет «воз». Воссоздать, восстановить, воссоединить и другие. А вот приставка «воза» встречается только в глаголе «возомнить» и всех производных от него. И если вдруг вы не знаете, что такое возомнить, то это составить, создать преувеличенное мнение о самом себе. Возомнить о себе. В своих фантазиях она уже возомнила себя королевой. А теперь значение приставки «воз», «воза» и «воз». И первое значение – совершение действия вновь. Воссоздать, возродить, восстановить, воссоединить. Врач воскресил тяжелого больного. Музей восстановили за 1 год. Следующее. Резкое, внезапное или интенсивное действие. Начало действия. Возомнить, возлюбить, возненавидеть, возгордиться. Маркетологи восхваляют продукт так, что его очень хочется купить. Или возлюби ближнего своего, как самого себя. Следующее. Значение действия вверх. Восходить, возрастать, восстать, возноситься или возносить. С каждым годом возрастает скорость нашей жизни. А вот уровень нашей жизни не всегда так быстро возрастает. Огромные деревья возносились к небу. Следующее значение – установка, помещение в определенное положение. Например, возлечь – это такой устаревший глагол, что значит лечь на что-либо. На сердце возлегла радость. Устаревшее выражение. И в современном русском языке мы просто скажем «они радуются» или «они начали радоваться». Значения похожи. И это были основные значения префикса «воз» или «воза», «воз». Подписывайтесь на канал Russian Language Club, чтобы не пропустить следующие важные видео о русском языке. И давайте дружить, общаться в социальных сетях. Пока-пока. До скорой встречи.